Здорово! Сегодня я расскажу про демо-версии игр за август, которые мне понравились. Начнем мы с выживалки от третьего лица I Am Future от разработчика Mandragora. Выживать мы будем в будущем на Земле, где произошла природная катастрофа и все вокруг затопило, остались только торчать крыши небоскребов. Как раз на одной из таких крыш мы и стартуем, играя за однорукого инженера с амнезией. Ну и так как это будущее, у нас вместо отсутствующей руки будут заменяемые протезы, они же инструменты. Даже пила будет как у Эша из зловещих мертвецов. Из элементов выживания то у нас есть две задачи. Это не помереть с голоду и не дать мутирующей флоре захватить все жилое пространство. Далее у нас все стандартно. Добываем ресурсы, обычно для этого нам потребуются инструменты. Даже есть мини-игра по разбору электротехники. И крафтим все необходимое для жизнедеятельности или продвижению по сюжету. Да, здесь есть простенький сюжет, и даже есть две враждующие между собой фракции людей, и нам надо вроде как к одной из них примкнуть. Еще в игре есть возможность отправлять дронов в места интереса, которые недоступны нам другим способом, и будет еще возможность перебираться на другие крыши. Итого, игра обещает быть неплохой, такое себе ненапряжное приключение с элементами выживания. Не понравилось в игре разве что управление персонажем, и иногда было сложно увидеть нужные ресурсы на карте. Далее у нас хоррор-шутер DMA 1994 от разработчика Evade. Игра является приквелом к DMA 1998, в который я не играл. В игре мы будем управлять девушкой Рейс из спецотряда, которые отправили на правительственную секретную базу, где случилось что-то нехорошее, дабы они там все разрулили. Начинаем игру мы отдельно от остальных членов команды, почему демо-версия умалчивает. Пока мы продвигаемся внутрь базы для объединения с отрядом, то сталкиваемся с неведомой штуковиной, которая оживляет мертвецов. Причем становятся они довольно недружелюбными. Бороться с ними мы будем как огнестрелом, так и ледострелом для заморозки врагов, а также будем использовать для борьбы с огнем или остужением нагретых объектов. Локация в демке была коридорной с разными несложными головоломками, которые нужно решить для продвижения по сюжету. И есть разные закрытые шкафчики с лутом, для которых нужно найти ключ или код. Ах да, еще зачем-то есть сканер для поиска скрытых сюжетных записок, но зачем было все так усложнять, я не понял. Насчет хоррор составляющей, то да, игра меня пугала за счет неожиданных бу-эффектов, причем не раз. Итого игра выглядит бюджетненько, особенно анимация и движения людей, но к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать. А так вроде будет вполне нормальный среднячок, в который можно и поиграть. Следующая игра это симулятор ходьбы Great North Shelter 2 от Rendezvous Games. Но не спешите крутить носом, я тоже сначала думал, зачем нужны симуляторы ходьбы и кто в них вообще играет, а потом вспомнил, что есть же такая игра как The Stanley Parable, и по сути это что же был симулятор ходьбы, а игра была клевой. Так вот, Great North Shelter 2, кстати не знаю почему 2, информация о существовании первой части я не нашел, может такой троллинг. Так вот, игра тоже чем-то похожа на Stanley, тут тоже есть юмор и слом четвертой стены. Цель игры дойти с точки А в точку Б, на которой нужно активировать какой-то предмет, после чего произойдет что-то с игровой локацией. В демке, например, настала моментально ночь. И нам откроется потом дорога дальше. И здесь добавили к юмору еще немного хоррора, и снова меня напугали, сволочи. Итого, смешная интересная игра, которая точно найдет своих поклонников. Из недостатков мне не понравилось это шатание камеры из стороны в сторону при движении и даже тогда, когда стоишь на месте. Ну и под конец стратегия Frontfall от Grizzly Games. Здесь нам нужно будет защищать город, а точнее центральный замок от прущих на нас врагов. Игра делится на две фазы – день-ночь. Днем мы строим здания, а ночью отбиваемся от врагов. Причем нет ограничений по длительности дня, мы сами решаем, когда настанет ночь. Теперь чуть подробнее. У нас есть герои и есть локация, на которой мы будем расстраивать наш город. Каждое здание строится лишь в определенном месте, но при улучшении главного здания будут открываться новые места строительства. Постройка зданий стоит денег, и они делятся на 4 вида. Это золотодобывающие постройки, стационарные защитные сооружения, здания, дающие войска и кузницы для улучшения войск. Ну и каждому сооружению можно поднять уровень для увеличения эффективности. Ночью же из заранее определенных мест пойдут враги. Они разные как по характеристикам, так и по поведению. Если они сломают центральное здание, то мы проиграем. Все другие сломанные здания днем снова будут бесплатно отстроенные. Но так как золотодобывающие объекты дают доход по утрам, их стоит беречь, потому что если их сломают, то вы не получите с них доход за одни сутки. По поводу героя, мы управляем им вручную, и он может возводить днем здания, а ночью воевать. Также он умеет перемещать войска и приказывать им удерживать позиции. Если его убьют, то он возродится через 10 секунд.
Войска же появляются, когда мы строим казарму или стрельбище, после постройки которых мы выбираем без возможности изменить, кто именно будет там произведен. Например, на стрельбище может быть выбор между лучниками с большой дальностью атаки или арбалетчиками с большим уроном. Один уровень такого здания дает 4 воинов, и если их убьют, они появляются заново через какое-то время. Итак, нам нужно продержаться энное количество ночей, каждая из которых будет сложнее предыдущей. По завершении миссии мы получим опыт, за который откроется новое оружие для героя и пассивное улучшение для города. Итого игра отличная, но довольно короткая. В этом и заключается ее проблема. Контента хватит часа на 3, а потом останется только перепрохождение одних и тех же миссий с различными усложнениями. Но так как игра в раннем доступе, то может со временем будет еще контент, а может и не будет. В любом случае, я рекомендую эту игру для самостоятельного ознакомления. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Увидимся.